Полуденное солнце безжалостно жгло асфальт улиц Сент-Лаурена. На углу проспекта Ланкастер, среди пыльных витрин и аромата уличной еды, сидел молодой человек. Его звали Элиас. Ему было 28 лет. Волосы растрепаны, одежда в клочьях, глаза тусклые от усталости и недоедания. Под выцветшей рубашкой проступали ребра, желудок болезненно урчал. Он не ел уже третий день. Элиас был невидимкой, в суетливом городе прохожие проходили мимо, даже не замечая его. Один день. Просто еще один день. Пробормотал он себе под нос, но внутренний голос обрывал надежду. «Кого ты обманываешь? Ты — никто в этом мире». Он не мог решиться подойти к людям с протянутой рукой. Даже теперь, когда голод обострил каждое чувство, его гордость оставалась последним бастионом. Сидящий рядом пожилой мужчина, такой же бездомный, хриплым голосом произнес: «Порой кажется, что выхода уже нет, но кто знает, добрые люди еще встречаются». Элиас не ответил. Он едва держался, взгляд метался за прохожими с пакетами еды. Запах жареного хлеба с соседней лавки сводил с ума. В какой-то момент перед ним остановилась женщина средних лет. Она не сказала ни слова, просто протянула ему бумажный пакет. Теплый сэндвич внутри пах как дом, которого он никогда не знал. «Спасибо, мадам. Вы даже не представляете, как много это для меня значит», — прошептал он, и глаза его наполнились слезами. Когда он уже собирался есть, увидел рядом двух других бездомных, также смотрящих на него с голодом в глазах. Не колеблясь, он разломил сэндвич на 3 части и поделился с такими же нуждающимися. На другой стороне улицы за этим наблюдали 2 женщины. Леонора, стройная, молодая, с теплым взглядом и длинными волосами, сделала шаг навстречу, но чья-то рука резко дернула ее назад. Это была Маргарет. Ее мачеха, строгая женщина с холодными глазами и взглядом, лишенным сочувствия. «Даже не думай», — процедила она. «Они выбрали такую жизнь сами». «Нет, матушка, никто не выбирает голод и улицу», — возразила Леонора. Ссора между ними набирала обороты, привлекая взгляды прохожих. Леонора, всегда сдержанная, вырвалась и перешла улицу. Она дрожащими руками достала из кошелька несколько купюр и протянула Элиасу. «Пожалуйста, возьми. Я просто хочу помочь», — сказала она, и их взгляды встретились. Тепло и искренне. Маргарет наблюдала издалека. На ее лице были ни злость, ни зависть. Там был расчет. Что-то в Элиасе зацепило ее. В голове начал складываться план. В тот же вечер, вернувшись в особняк, она сказала мужу, отцу Леоноры, резким тоном: «Твоя дочь теряет границы. Она едва не обнималась с бродягой посреди улицы». Но Жерар, отец Леоноры, только вздохнул. Она проявила доброту. Это не преступление. «В этом мире доброта — слабость», — ответила Маргарет. «Но я преподам ей урок. Такой, который она никогда не забудет». План был жесток. Она намеревалась выдать Леонору замуж за того самого бездомного. Это должно было стать унижением для падчерицы, которая забыла, где ее место. Деньги, по ее Маргарет, убедят любого. Она сама поехала на проспект Ланкастер, где нашла Элиаса. «Я могу изменить твою жизнь», — сказала она, глядя на него. «Тебе нужно лишь согласиться на брак с моей падчерицей. Просто формальность, и ты больше никогда не будешь голоден». Элиас был ошеломлен. «Вы хотите, чтобы я женился на ней за деньги?» — прошептал он. «Она все равно считает, что тебя можно спасти. Покажи ей, какая на самом деле жизнь», — с холодной улыбкой произнесла Маргарет. Он хотел отказаться, но она продолжила. «Ты мог бы использовать эти деньги, чтобы накормить других, спасти десятки. Не для себя, для них». Эти слова попали в цель.
Элиас кивнул. И все же что-то в ней тревожило его. На ее пальто он заметил золотую брошь в форме виноградной лозы. Его разум содрогнулся. Он видел ее раньше, в далеком детстве, но не мог вспомнить где. В особняке его переодели, помыли, постригли, дали хорошую одежду. Он едва узнал себя в зеркале. Все выглядело чужим, будто это чья-то другая жизнь. Тем временем Леонора, ничего не зная, готовилась к свадьбе, терзаемая внутренним конфликтом. В день церемонии среди толпы высшего общества Элиас чувствовал взгляды, полные презрения, шепотов, осуждения. Он был позором семьи, как кто-то прошептал в проходе. Даже Жерар, не выдержав, сказал «Прости, парень», и скрылся в толпе. Чуть позже к нему подошел пожилой мужчина с тростью. Он изучал лицо Элиаса, а потом прошептал «Мне нужно поговорить с тобой. Наедине. За церковью». Вскоре правда была раскрыта. Элиас оказался не тем, за кого его принимали. Его настоящее имя было Рафаэль Вернон, сын первого мужа Маргарет. Он исчез много лет назад после несчастного случая, а на деле был выброшен мачехой на улицу ради наследства. Та самая брошь — ключ к воспоминаниям. Старик был другом отца. Он узнал Рафаэля по родинке и деталям из прошлого. В далеком прошлом Маргарет подстроила все, чтобы избавиться от него. Когда Леонора шла к алтарю, Рафаэль уже знал все. Он ждал момента, и когда настала очередь сказать «если кто-то возражает», он опередил Маргарет, шагнув вперед. «Я не просто человек с улицы. Я сын Арно Вернона, законный наследник. И вы, Маргарет, не просто лживая мачеха. Вы — воровка, предатель и разрушитель чужих жизней. Но сегодня правда прозвучит громче вашего богатства». Церковь погрузилась в шок. Маргарет побледнела. Леонора смотрела на Рафаэля с распахнутыми глазами. Жерар отвернулся от своей жены. После свадьбы, которая так и не состоялась, тест ДНК подтвердил правду. Маргарет потеряла все — репутацию, имущество, свободу. Против нее завели дело за мошенничество и, возможно, соучастие в смерти ее первого мужа. Рафаэль и Леонора, сблизившиеся в этом водовороте, вскоре поженились по-настоящему. Они основали фонд помощи бездомным и сиротам. Став символами перемен, они вдохновили сотни людей, доказав, что даже самое черное прошлое можно превратить в светлое будущее. И все началось с одного сэндвича, с одного акта доброты. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.